Для тех, кто хочет найти альтернативу традиционным рождественским веночкам, предлагаю вариант декора в виде корзины. При этом такую корзину можно сделать самому и без каких-либо сложных плетений, используя только самые простые материалы – картон и бумагу. Привет, меня зовут Лилия. И сначала маленькое отступление, которое не даст вам потерять мой канал в случае замедления или отключения YouTube. Вы можете подписаться на мой такой же канал, но на площадке ВК-видео. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Или же можно подписаться на мою группу ВКонтакте, где вы сразу будете получать уведомления о выходе моих новых видео. А еще в этой группе вы можете выкладывать свои работы, которые делали и не только по моим мастер-классам. А теперь возвращаюсь к показу. Из гофрокартона вырезала основание, равнобедренную трапецию с размерами, которые написала на заготовке. Заготовку основания делаю в 2 слоя. Высоту трапеции делю примерно на 3 части и в соответствии с получившимися горизонтальными размерами вырезала из того же гофрокартона 3 полукруга. Их наклеиваю на основание снизу и по намеченным линиям. Из пеноплекса толщиной 2 см вырезала 3 одинаковых полукруга радиусом 11 см. Склеиваю их между собой. А затем примеряю на площадке, где они будут располагаться. Снизу размер нужно будет подрезать по контуру картонного полукруга. Но подрезать нужно под некоторым наклоном, чтобы в итоге получался низкий усеченный конус. Для чего нужен пеноплекс? Мне он нужен для того, чтобы крепить в нем все элементы композиции. Он заменяет флористическую пену, которая значительно дороже, чем большой лист пеноплекса. Можно было бы, конечно, элементы приклеивать. Но, во-первых, я хочу такую корзину потом использовать и для создания других композиций, например, весенних или осенних. А во-вторых, раз этот декор будет украшать мою входную дверь с выходом на улицу, то отрицательные температуры могут повлиять на качество клеевых соединений. А я буду использовать термоклей, который может разрушаться под действием минусовых температур. Не обязательно, но может. Пеноплексовую заготовку приклеиваю. Из гофрокартона вырезала 9 полосок шириной по 3 см. Их длина равна длине боковой стороны основания. Полоски наклеиваю веерообразно на лицевую сторону. И основание готово для дальнейшего его декорирования. Для этого листы пекарской или пергаментной бумаги нарезаю на полоски шириной примерно по 8 см. Всего мне будет нужно 42 полоски, длиной каждая по 60 см. Но это количество без учета на ручку корзины. Каждую полоску бумаги я скручиваю в жгут. Пергаментная бумага довольно прочная и упругая за счет ее пропитки специальным составом. Мять и скручивать бумагу нужно основательно, но она все равно будет иметь нужный объем для плетения. Из получившихся жгутов плету обычную косичку. Я не склеивала жгуты между собой, чтобы косичка получалась непрерывной. Но если вы так сделаете, то можете немного сэкономить бумагу за счет обрезков в каждом ряду. В итоге мне понадобилось 14 таких косичек, плюс одну небольшую я потом доплетала позже. У вас количество может быть другим за счет того, какой толщины будут ваши косички. На лицевую сторону наклеиваю косички поперечными рядами. Концы завожу на обратную сторону примерно на 3-4 см.
Таким же образом заклеиваю всю поверхность. И вот такое плетение получилось. Я хочу сказать, что оно внешне мало чем отличается от плетения вот такой моей салфетки, которая сделана из кукурузных листьев. Здесь я немного поторопилась покрывать поверхность лаком, так как это можно было сделать уже с готовой ручкой корзины. Лак использую акриловый для мебели. Когда лак высох, поверхность имеет небольшой блеск, так как лак у меня полуматовый. А сейчас делаю ручку. Из проволоки толщиной 1,5 мм отрезаю кусок длиной 90 см и придаю ему форму. Вот такую вспененную полиэтиленовую подложку, которую кладут под ламинат, нарезаю узкими полосками. Этими полосками оборачиваю проволоку. И вторым слоем поверх оборачиваю бумажным малярным скотчем. Так оборачиваю всю длину проволоки. Из той же пергаментной бумаги скручиваю еще несколько жгутов. Их понадобится около 15 штук, но в процессе можете скручивать их столько, сколько вам будет нужно. Жгутами буду обвивать ручку по спирали. И начинаю с одного жгута, задавая им все направление спирали. Жгут местами наклеиваю. Затем добавляю по одному жгуту, и их будет столько, чтобы закрыть все промежутки. А дальше можно оборачивать всеми жгутами одновременно. Когда жгут заканчивается, подклеиваю к нему новый. Стык стараюсь делать с обратной стороны, ведь корзина у меня будет иметь только одну лицевую сторону. Концы ручки оборачиваю и заклеиваю развернутыми полосками бумаги. Когда ручка готова, ее концы просто наклеиваю на боковые стороны корзины. Заднюю сторону корзины закрываю картоном. Теперь можно покрыть защитным лаком ручку, а также заднюю стенку корзины. А можно это сделать и после того, когда и верхний край корзины будет заклеен косичками. Еще обратите внимание, что и донышко корзины я заклеила, но не косичками, а просто полосками смятого пергамента. Так как эта корзина будет висеть на улице, хоть и под большим навесом, всю поверхность покрываю еще одним защитным составом. Кроме этого, он имеет и свой колер, который называется палисандр. Цвет глубокий, коричневый, с бордовыми оттенками. Мне нужно будет потом уйти в небольшую желтизну и сделать более теплым. И я потом покажу, как это сделала. Вы же можете подобрать цвет корзины на свой вкус, исходя из цвета элементов декора, которые используете. Когда состав высох,
получился вот такой цвет. А на ручку я уже добавила теплого оттенка и сделала это с помощью акриловой краски в виде спрея. Краска яркого желто-оранжевого цвета. И теперь поверхность имеет красивые переходящие оттенки коричневого, бордового цветов с подсветкой сочным апельсиновым. За такую ручку панно подвешивать нельзя, поэтому на задней стенке сделала самый простой подвес из веревочки и 2 приклеенных картонных кружков. Такой подвес я многократно проверила, и он очень надежный. И вот теперь можно собирать композицию. Эти 2 большие еловые ветки я собирала сама из самых разных лапок, оставшихся у меня от разных работ. Они даже по цвету отличаются. На каждую лапку сначала прикрутила кусочек зеленой проволоки, а затем флористической тейп-лентой коричневого цвета собрала их на длинную проволоку. Ленту на длинную проволоку накручивала по спирали, постепенно добавляя по очереди лапки. И получились вот такие большие ветки. Вы можете поискать на Wildberries похожие готовые. На остальные материалы в описании к этому видео будут артикулы. Эти веточки я покупала в Леонардо. Леонардо, если кто не знает, это магазин товаров для творчества и рукоделия. В интернете их адрес leonardo.ru. И там вы легко все найдете по артикулам, как это делаете в Wildberries. Эти веточки тоже из Леонардо, называются коралловая трава, но я их использую и в новогодних работах из-за того, что они похожи на веточки туи. Эти красивые веточки красных ягод тоже из Леонардо. Большие шарики покупала в Wildberries, а поменьше – это уже какие-то остатки от очень давних работ. Повторю, что все возможные артикулы будут в описании к этому видео. Ни в Telegram, ни где-то еще, а именно под этим видео. И сейчас к большим веткам буду добавлять другие. Эту похожую на тую зелень разбираю на отдельные веточки, то есть их просто срезаю с общей ветки. Все элементы закрепляю на большую ветку с помощью маленьких пластиковых стяжек. Можно, конечно, использовать и проволоку, но стяжками пользоваться удобно и быстро. На ветку закрепляю разные элементы, которые заполняют и пустые пространства, и также удлиняют ветку. В общем, делаю ее не только гуще, но и интереснее в плане фактуры и цвета. И вот такие 2 одинаковые ветки получились. Теперь можно собирать композицию. Сначала располагаю большие ветки. Располагаю по бокам симметрично. С обратной стороны ветки для надежности стяжками закрепляю к ручкам корзины. Еще одну большую ветку ягод располагаю с небольшим смещением вправо, с направлением вверх. А затем формирую небольшую стеночку зелени у внутреннего края корзины, оставляя площадку впереди для шариков. Шары насаживаю на деревянные шпажки. Если они у вас болтаются, используйте немного термоклея. А затем пространство заполняю зеленью. И как небольшой дополнительный акцент добавляю деревянную фигурку-подвес. Совсем немного осталось до Рождества и Нового года, и в преддверии праздников хочу пожелать одного – мира в наших домах, в наших сердцах и в наших семьях. Всех с наступающими праздниками! Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу.
Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.